Всем привет! Вы на канале Польза стрима, меня зовут Сани, и вот так хаотично я решил сделать все-таки стрим на планшет Mi Pad 7. Почему решил сделать и почему думал не делать? Потому что этот планшет технически мало чем отличается от подобного чуда природы. Так, еще и глючит у меня iPhone. Mi Pad 6. Почему вообще они его выпустили? Никакого OLED мы не увидели, никаких суперпроцессоров 7 Plus Gen 3, никаких суперсистем, ну то же самое, HyperOS 2, Android 15 версии, экран, плотность пикселей всего 338 ppi, 120 Гц, как говорится, вам это не смартфон. Если говорить про, допустим, память, внутренняя память у меня 3.2. Почему она медленная? Потому что я с глупости своей купил планшет на 128 гигабайт. И по большому счету, все, что вы сейчас увидите, это, давайте по-быстрому я еще раз проведу Antutu. Опять же, из-за того, что у меня памяти не хватает, я считаю, а ее реально не хватает, планшет больших баллов не показывает. Ни в storage тесте, который был бы намного больше. Так, все понятно, почему он отрубается, потому что на кнопку сенсорную нажимает iPhone. Не в каких-то других тестах, если вы будете брать на 256 гигабайт, у вас результаты будут значительно лучше. Напоминаю, что меня зовут Саня, это прожарки, я пока все еще думаю, делать их или нет, потому что основной канал все-таки на то и основной, а стримы у нас для души. Если вам это дело интересно, пишите, потому что новинки у меня еще есть. У меня есть, получается, X9 BC, ужасный смартфон просто, даже за 12 тысяч рублей я его бы не брал. Honor Magic 7 скоро будет, а Samsung S25 Plus, который, кстати, в Азии является топом продаж. Я не знаю, где кто статистику какую делает, я просто вижу, как в магазинах что стоит. Плюс на Финфон, разумеется, 3А, но чуть-чуть позже я его погоняю. Покафоны новые будут, их вроде бы будет 3 модели. И из свежего, ну это уже не свежее, Red Magic у меня уже 2 месяца, так же как и в смартфонах. Так что обозревать есть что, наушников там штук 7 пар. И единственное, ну, разумеется, наушники, часы здесь не пообозреваешь. А вот такие вещи мы можем обсудить. В первую очередь я могу вам поотвечать на вопросы по меню. То есть, если у кого-то есть какие-то вопросы из разряда, а что там есть, я могу сразу сказать, что GPS здесь нет. Да что ж ты меня так бесишь-то? Вот, GPS здесь нет, симки здесь нет, варианта с симкой я не знаю, кто где увидел. А за какие деньги я его покупал? Что за новые покафоны? Будет обычный пока, по-моему, прошка и точно будет ультра. Покафон 7. Да я понимаю, что если вы на стриме сейчас, что вас устраивает контент. Я спрашиваю тех, кто будет смотреть потом. Это что вчера, допустим, я сделал вывод, что от того, что я не сделал стрим, у меня реально больше просмотров на основном канале. Вы простите, но это цифра. И почему? Скорее всего, потому что... Ну, в общем, есть взаимосвязь. Напоминаю, что у основного канала подключили автоматическое дублирование. Русского языка пока там нет, но факт в том, что у меня уже в меню это дело есть, как дня 4, и если кто-то когда-то увидит... Моджи, я только встал. Что с моим лицом? А что с твоим лицом? А можно добрее? Можно быть добрее. Стримы проводят либо для донатов, которые я не вспоминаю вам, либо чтобы пообщаться. Так как с вами общаются культурно, давайте и вы со мной будете приободрять. На планшет, скорее всего, обзор все-таки будет завтра, не сегодня. А на часы сегодня. Так, а почему меня больше интересует, что у меня с телефоном, а не что у меня с... Почему он глючит? Ну ладно. Добрый день. Добрый. Pain стрим. Почему Pain? Ну, вообще никакой боли здесь нет. Так вот, симки нет, OLED нет, GPS нет, вибро нет. Я не понял. И автономность так себе, 5 часов в режиме PC-марка.
Быстрой зарядки нет. Батареи на 10 тысяч мАч какой-нибудь конкурентов нет. В этом случае, знаете, ну, я не буду пиарить, окей, яблочные планшеты. Падом я пользуюсь уже несколько лет, кстати. Но я бы очень хотел пропиарить яблочные планшеты для тех, кто пользуется просто там ютубом, еще чем-то. Потому что все планшеты, что у меня есть в использовании, они прям 5 лет, 6 лет. Мипады, наверное... не меняются вообще никак. То есть я не вижу у Xiaomi каких-то изменений. Наверное, поэтому нет у меня вау-эффекта и желания делать там 550 стримов на него. Если по поводу смартфонов можно сказать, что он там стал хуже, лучше, еще что-то, то здесь ситуация очень простая. Здесь вообще ничего не поменялось. Можете меня поправить в комментариях, потому что я вижу то же самое. Я не знаю, когда будет обзор на ультру. На какую ультру? Я говорю, что я в новостях прочитал, что 3 покафона вышло. Я вам сделаю намек. Те, кто меня смотрит, они поймут 100%. Помните, была когда-то линейка у меня в обзоре Redmi K и K80 Pro. Посмотрите ее, обновите в памяти и будете знать все. Виктор, это не печаль, а не планшет. Это просто планшет, который такой же, с более мощным процессором, и все. То есть, если вы найдете отличия какие-то более кардинальные, я буду вам благодарен. Но лично я вижу только вот то, что вижу. Они вообще, если честно, пользуются тем, что у Huawei космические цены и отсутствие гуглов у планшетов. То есть мне нравятся хуавеевские планшеты, это факт. Я ими практически не пользовался, но когда я их тестировал, они классные. Но как только гуглы появятся, если у них гуглы появятся, то, наверное, надо их больше будет рассматривать. OnePlus, Oppo, еще что-то, все плюс-минус то же самое. Просто когда мы говорим, допустим, об этом планшете и $300 за него, вопрос, может быть, стоит реально чуть-чуть переплатить и иметь планшет, который на голову выше. Я про яблоки. Либо купить себе и правда Huawei какой-то, с болью, с Google сервисами, но это же не сотовый. Что-нибудь как-нибудь через что-то вы там установите, через браузер, может быть, сможете какие-нибудь видосики смотреть, и все. То есть, по мне, они прям оборзели. Что у меня происходит с связью? Вчера была проблема связи с интернетом, сейчас у меня проблема, видите, какая? Без интернета. И по большому счету, 6 от 7 практически ничем не отличается. То есть стал чуть больше экран. Процессор, окей, с 870 они перешли. Они ничего не поменяли, считайте. Ну, то есть, технически, вот то, что мы видим сейчас на Mi Pad 7, кстати, я его купил китайский еще 3 месяца назад, он у меня потерялся, я до сих пор не могу вернуть средства из того же Али. Когда я делаю, опять же, стримы, не стримы, а в своей личной телеге скидываю вам, что, друзья, там, мне Озон заморозил один раз на 200 тысяч товаров, через 2 недели я заказал другие товары, часть тех же самых, опять заморозил, то есть, мне отправляют сейчас 10-15%. Упоминание магазинов вам нельзя. То с Али, вот, допустим, здесь за 4 года, но вот сейчас реально это не проблема, но не дошел мне планшет.
он на UPS, в UPS доставке, я туда звонить не хочу. То есть, да, если бы это было в каком-то другом регионе, я, наверное, съездил бы и разобрался, но я с ними один раз поругался, и эта контора мне съест больше часов жизни, чем если я перезакажу. Вот я уже перезаказал глобальный, а за китайский мне еще не вернули, потому что оно все еще лежит в таможне. А как бы я считаю, что это не моя проблема, потому что я их просил таким образом не отправлять. То есть это чисто рогом уперся, что они, что я. Поставил бы сюда 8 Gen 3, Gen 2. Да и этой нет, этой памяти абсолютно прекрасно хватает на все. Вот, но видите, даже в этой ситуации чуть-чуть он сбросил яркость. Мы не будем 3 раза его вгонять в Antutu, потому что он слишком быстро разрядится. ВАДА, я про это и говорю, что планшет покупается надолго. Есть тот же Poco Pad, есть тот же Redmi Pad Pro, есть просто бешеное количество ленововских планшетов, в которых ты еще 300 раз запутаешься. Есть, допустим, Mi Pad 7 Pro я купил. Кстати, следующий стрим мы сделаем уже нормальным, потому что Mi Pad 7 Pro мне придет с бесплатным подарком, с стилусом. И там я уже по менюхе с вами пройдусь, кому что интересно покажу, потому что здесь показывать в принципе нечего. Мне единственное, сейчас я 5 секунд. То есть какие-то изменения в смартфонах мне еще интересны, даже там за 10 тысяч рублей. Но здесь какая-то даже не стагнация, здесь какое-то издевательство, а-ля деградация. Вот смотрите, такой вот чехол, потом покажу, как он будет выглядеть на, собственно... Ага. А в чем прикол, интересно? Почему он так делает? Ну ладно. Ладно, потом покажу, как он будет выглядеть на планшете. Огромное спасибо всем, кто дошли. У тещи пару лет Mi Pad 6 на снапе глобальный. Прогресса нет, вообще никакого. Версии LTE я не видел в продаже. Есть версия с антибликовым покрытием у Прохи, я ее не стал брать. Ну, то есть я не вижу в этом никакого смысла. Потому что за эти деньги я возьму iPad. Я, кстати, купил iPad Air 6. Я посмотрел на антибликовое, думаю, не, в топку. Так, как у вас день? Падов видео. Да, Mi Pad 7 будет. Но я еще раз повторяюсь, да, это 8128. Вот ни в коем случае его не брать. Но вы понимаете, как только ты начинаешь брать на 256, у тебя возникает немой вопрос. Насколько целесообразно вообще брать на андроиде планшет за такие деньги? Alt-Ctrl, но у меня был обзор на 15 Pro. Василий, топ будет до 20 тысяч рублей в ближайшую неделю. 17 числа будет распродажа, до нее будет топ до 20, до 30 тысяч и, скорее всего, еще топ флагманов. Вот. Кстати, 17 числа я буду, 18 уже в Армении на недельки полторы. Если там кто тусит, можете написать. Могу дойти до вас. Показать новые железки, которые с собой возьму. Я туда на 2 недели. Ну и сутки, получается, в Дохе буду почти. Но в Доху я не пойду внутрь, я буду в аэропорту тусить. Вот. Не забываем прожать лайк все, кто дошел. Огромное спасибо вам за то, что вы дошли. Повторяюсь, что в Mi Pad 7 я не вижу ничего веселого и интересного. И может я чего-то не понял, но по мне
Все относительно. Гонял Samsung Tab 8 как с телефоном, было прикольно. Так считайте, это уже как телефон, скоро они по размеру будут такие же. Плюс-минус. Ну а ценники, конечно, конь на 7 версию. 1 270 000 баллов в Antutu. У меня опять какого-то лешего отрубилась камера. Я понятия не имею, что с ней происходит. Наверное, переподключить как-нибудь ее. Сейчас мы ее переместим. Так, ну вот, 1 270 000. В принципе, то же самое. Опять же, я потом, сейчас в Genshin поиграем. Стресс-тест штатно. Процессор не холодный, не горячий. Ну, в принципе, прошел он неплохо. Никаких режимов, вот обратите внимание, я сейчас вам покажу. 5 секунд я удалю кое-что. Никаких режимов супер быстродействия здесь нет. То есть обычно ты заходишь в батарею, такой смотришь, о, тут какой-нибудь там не сбалансировано, а режим ультра. Его нет. А если говорить про отзывчивость, 4К 30 FPS снимает камера, в принципе, неплохо. И, ну, конечно же, она дышит, конечно же, настроек здесь по минимуму, потому что, ну, откуда у планшета будет их много. Но претензий особо к этому нет. Двойное видео есть. Планшет, кстати, довольно нагрелся сильно. Ну, не сильно там, но прилично. Больше, чем я ожидал. В Башкирию. Может быть, потом как-нибудь доеду. Так, и в целом, если брать, допустим, storage тест, вот они, пожалуйста, UFS 2.2 и 3.2, по-моему. UFS 3.2, 100 000 баллов. Сейчас мы зайдем все в HW-Info, который я уже показывал, да? И смотрим экран, ЦП, система общая. Только UFS указан, ну ладно. Нет, 2.2, ой, или нет, 3.2. Почему? Потому что 100 000 баллов, неважно, 100 000 баллов выбивает. В общем, следующий тип, да, 3.2, а на 256 должен быть 4.0. Но как бы вот что купил, то купил. И в PC-марке относительно такие неприятные цифры. Примеры фото, видео увидите в ролике на него, но, опять же, планшет покупается не для этого. И разумно его, разумеется, брать только когда он будет там с разницей в 10% между шестеркой и семеркой. Ну, оперативы здесь, по-моему, везде от 8. Вот, и в PUBG New State 20 минут поиграем, и потом в Genshin можно чуть-чуть даже. Но Smart вообще не про гейминг, потому что, хотя звук хороший, но вот я считаю, что в гейминге должно быть хотя бы вибро, как минимум. То есть какие-то фишки должны быть у планшета, а когда их нету, ты к этому специфично относишься. Может, я не прав. Вот по-вашему, чего здесь не хватает, помимо, понятно, нет AMOLED, это киллер-фича для планшета, была бы, пусть даже сделали бы толще. Кстати, можно подключать через кабель, получается, к телеку, и он не будет тормозить. То есть, ну, единственное, он выдает 60 Гц по нему, почему-то. Можно как-то расширить, наверное, но мне не кажется, что это супер актуально. Я не видел в Азии вот бронефонов, может, я не особо обращал внимание. Здесь рулят дешевые Oppo, ультра дешевый Realme, который там в магазинах продается по 2000 бат, это там 7-6 тысяч рублей. То есть, если у нас это Tecno Infinix, то здесь это как раз Oppo.
Oppo A3X, вот это вот все, или как там, P3X, A3, P, ну, в общем, я пофоткаю в магазах, увидите. Вот их берут. Но в 99% случаев человек скорее возьмет iPhone, чем вот это все дело. Намного выше вероятность. Я не понял по поводу юмора, насчет теперь понятно, как идут игры. Но яркость вот у нас уже, мне кажется, ниже стала. Не, 500. 500, запоминаем, 44%. Поедать он будет семимильными шагами все это дело. Просто нереально быстро. Вот, кстати, Honor. Ни в коем случае его не берите, если это не увидите его за 10 тысяч рублей. Вот это, что BC, или как там, вот эти две линейки X9C, X9B максимум могут стоить $150. Потому что там, ну это не мобильная техника, это какое-то издевательство. Анатолий, опять же, я не буду с вами спорить, я вам говорю мое заключение, как бы я делал, и при одинаковой памяти я считаю, что должна быть разница небольшой. Так, вот что у меня происходит, почему он вылетает, интересно. Притом программы автоматически включаются какие-то, а он вылетает. Пять секунд. А где вы взяли, если не секрет? Это такое расширение стрима. А, все. Чехол, клавиатура. Глобальные версии. Интересно, где 10% разница была? Не китайский, Анатолий. Ну вот напишите, потому что я же тоже на Лазаде брал. И он стоит все равно много. Стоил. Так, ну 90 он, разумеется, не держит. Но никто не будет его покупать под PUBG. Вот прям я уверен. Напишите мне, для чего вам нужен планшет, кроме как потребления. Можете написать там интернет, YouTube. Или в комментариях потом, если смотрите. И чего вам больше всего не хватает? Потому что мне не хватает реально OLED. Я бы лучше потреблял контент в течение там, у него 5 часов автономности, но была бы 4, может быть менее мощный процессор, может быть, но OLED. И вибро бы было. Понятно, что это много всего, но вот вы сейчас видите, куда хотите, я заползу и увидите, есть реклама или нет. На данный момент мы, мне кажется, за стрим видели рекламу или не видели. Так, мне кажется, что это все мазохизм. Почему у меня отрубается, интересно, iPhone? Я сейчас его вырублю и включу заново. Или не надо? Не надо, наверное. Что работать, АК? Вот, так что если у вас будет все окей, то здесь будет антибликовое покрытие на этом смартфоне. Для больше смартфоне слабовидящий. Ну то есть, в принципе, любой планшет, главное, чтобы... А яркость важна? Или вам наоборот, чем меньше яркость, тем лучше? Нет, это все. Я все-таки вырубаю и включаю его. Я не знаю, почему у меня с айфоном такая беда. Но по сути надо включить и выключить. Либо это MacBook глючит,
7 лет пользуется как телевизор и читалка. Это что за планшет, если не секрет? iPad? На бирже работать. Ну, тогда вам нужна автоматика на бирже, нет? И не Android или как раз Android. Ну, понятно, что они стараются делать все по максимуму дешевле, бесконечно. А, подождите, я же могу его по кабелю подключить, точно. Сейчас мы по Type-C-шнику его подрубим, если он будет глючить, и все. Правильно. Что по кабелю у меня... Ага, все, опять отрубился. Нет, наоборот подключился. Вот пусть по кабелю работает от ноута. Разрешить все. Доверять. Все. Ага, теперь он не уверен в том, что я доверяю ему. Вот сейчас не должно отвалов быть. Я почему-то забыл, что... Напоминайте мне подключать по кабелю, если мне чего-то не работает. Так. IPS, кажется, был бы приятнее для глаз. Ну вот, да, но яркость маленькая. Я не знаю. Хотя, опять же, для домашнего использования. Что с долговечностью мипадов? Кто-нибудь пользовался больше, чем года 3? Ну вот и у этого батарея тоже слабая. Видите, 5 часов. Я говорю, вот этим выигрывают яблочники очень сильно, и Huawei. Но у Huawei, повторяюсь, костыли с гуглами. То есть там программу какую-то, если не найдешь, то очумеешь. Здесь АПК скачал и все. И у Huawei не супер дешевые, они супер дешевые, относительно дешевые планшеты, супер дорогие, которые продаются на том же там, Юле, Авито, ВК, еще где-нибудь в группах, бушные. А новые в основном стоят как крыло самолета. АБС у меня обычный. Ну почему-то у меня тормозит, кстати, картинка, я не понимаю почему. Ага, зашибись. Меня показывает вообще... Теперь у меня с интернетом глюки. Да что ж такое-то? Не пон... Вообще все против того, чтобы я делал стрим на этот смартфон. Все против этого. Смартфон против. Ладно, пока не погиб. Основное у нас что? Разумеется, победить, проверить автономность. Видите, у меня все самсы я оставил. Все айфоны я оставил. И так, получается, iPad висит у меня на Wi-Fi. Этот iPad у меня висит на Wi-Fi. Слишком много девайсов на Wi-Fi. 5 секунд. Может, сейчас подрубится. Так, и... Нет, нестабильная сеть. Короче. 9000. Окей. Смотрим. И сейчас Wi-Fi поменяю.
Опа. Стрим в прямом эфире также и есть. Просто у меня теперь начал еще и интернет глючить в довесок. Матрица. Я использую планшет, чтобы начитывать текст. И все. Ну, иногда просмотр контента. Очень редко. Ну, потому что есть комп, есть ноутбук, есть телевизор. То есть, если видите, народ пишет, что им наоборот необходим планшет, то мне скорее он необходим только для комфортной работы какой-то, и все. И мне опять же интересна минька только. Но вообще не весело делать стрим, обзор на девайс, который по мне стагнирует на уровень 100%. То есть все, 370 люксов уже у него яркость. И от этого процессора, ну, меньше он чуть-чуть лагать будет в каких-то простых задачах. Переходить на этот с чего вопрос? С чего и для чего? То есть это просто временная замена Mi Pad 7, я считаю, это какое-то решение из разряда надо было что-то выпустить, и они это что-то выпустили. И все. То есть я не вижу в этом планшете ничего, что можно назвать улучшением. То есть окей, там проц, яркость та же, экран тот же, IPS, ну чуть-чуть лучше там моментами какими-то. Так куда он доползти мог успеть? Опа, понятно, с двух сторон. Успел. Тибо, мне придется тебя заблокировать, если ты в следующий раз вспомнишь платформу, которая из 20 товаров за последний месяц мне отправила только 2. Из каких 20? Тотал я заказал 40 товаров, и суммарно 3 оно отправило. Это раз. А 2, Mi Pad 7 там продается какой? Китайский. А я сейчас какой тестирую? Глобальный. То есть это не китайский планшет. А S6 Pro разве есть глобальная версия? По-моему, нет. И большинству пользователей, давайте будем откровенны, им важно там, что у тебя русский язык будет на планшете, и что не надо его ни с Edit, ни чем другим переводить. Как говорится, вот такое вот доброе утро. Вот тачки. Надо убегать отсюда. Чуваки приехали туда. Вовремя я оттуда убежал. О, нет, не успел. Все. Да. И это тоже бывает. Все-таки увидели меня. Никто меня...
Я еще раз повторяюсь, я не фанат планшетов. В плане, я не совсем, я считаю, что... О, ничего ж себе, он просто вылетел, что ли? Только не говорите мне, что он просто вылетел. Он вылетел. Но все видели. Все 50 человек, что на стриме, видели, что это дело вылетело. Вот такая вот матрица и магия. А, Lenovo Y700 2025 тоже у меня есть, кстати. Вот Lenovo я понимаю, хотя это не популярная тема, планшет маленький. У меня глобальная 6s Pro. 6s Pro, по-моему, в глобалке не выходил. По-моему, откуда у вас глобальная? Или я не прав? Можете меня поправить. У вас перешитый он. Сейчас уточню, может, я вполне возможно не прав. S6 Pro. Да, был выпущен. Прикольно. Видите, как я, значит, ничего ж себе у него цена. Ну, давайте откровенно, за такие деньги я точно буду брать не Xiaomi. Вообще миллиард %. У него прайс начинается от полтинника. Может, он где-то супер дешевле, если вам его пошлют. А так, да, если это в глобале, то норм. Да, плюс налог от 50. За 50 штук я Xiaomi, извините, не рассматриваю. Вообще никак. Ну просто это сюр. Сюр на IPS ты покупаешь за 50 кусков планшет. И за сколько, кстати, он заряжается опять? Тоже за час 20. Батарею никакую на 10 тысяч мАч я не вижу. Хотя у меня ощущение есть смутное, что я на него делал обзор. Руслан, вопрос еще раз не в том, насколько он падал в цене, а о том, что вы имеете в виду платформу, на которой мне, я скрины делаю, не особо отправляют. И вы еще не считаете налог. Если он стоил 48 тысяч, налог на него еще 3 тысячи. Это минимум полтинник. Таможню за вас никто платить не будет. Еще раз, за полтинник ты можешь купить iPad, очумевший просто, который будет просто пушка-бомба-гонка. Или Huawei, тоже пушка-бомба-гонка. Или Lenovo, 2 штуки. Примерно с теми же характеристиками, чуть-чуть хуже. Опять же, кому нравится Xiaomi, окей, я просто не совсем понимаю. В планшетах это просто ты платишь за экран. На 99% ты платишь за экран и за плавность работы системы. Плавность работы системы, ну, сейчас скажут, ты сделаешь вывод по там одному движению, что он у тебя сейчас вылетел в PUBG. Нет, я говорю, ну, окей. По автономности хотя бы. Без налога, хорошо. Не, причем здесь ругаю, еще раз повторяюсь, подпишись на мою телегу скидок. Ой, не скидок, а мою взаимопомощи. И увидишь, что мой опыт не такой волшебный, как твой. Но почему, опять же, за полтинник брать не iPad, я не понимаю. Потому что это дорого. То есть, если там был iPad 6s, скорее всего, был дроп по курсу. Когда дроп курса, можно купить что угодно. С другой стороны, а какие еще есть альтернативы? Ты, получается, берешь либо Lenovo, который еще черт ногу сломит в количестве их моделей. Они из года в год перетекают, тоже одни и те же. Либо ты берешь
Poco Pad это то же самое. Redmi Pad Pro то же самое. 5 секунд. Вообще ничего не вижу. Слишком темно, чтобы быть правдой. Вот сейчас реально темный планшет. «20 минут прошло, и я не вижу ни черта». Извините за мой французский. Хотя, видите, показывает 500 люксов. Очень странно. Это значит, потемнело в игре, и вот он IPS. Опять же, это, ну вот у меня светло. Если брать, чтобы было темно, то и так все норм. Да даже за 50. Видите, я уже не помню, это было год назад. Планшету. Но планшету год, не год, это не особо дико актуально. То есть реально можно брать и новые, старые планшеты а-ля. То есть как они смогут перебить, допустим, те же Poco Pad по двадцатнику, я не знаю. В планшетах обновляться понятие такое себе. То есть кто-нибудь когда-нибудь рассматривал в планшете вариант обновляться, обновляться через год, через два, даже в течение 3 лет? Как часто вы меняете планшеты вообще? Насколько ли безопасно брать на Али ноутбук? Безопасно. Ну, может, единственное написать в в эти 5 секунд, в чат селлеру, чтобы он вам написал, какая гарантия. А так при доставке из России вообще нормально все будет. Просто вопрос, что вы будете брать. Если вы будете брать какой-нибудь Redmi или Xiaomi ноутбук, это понятно, я их там, допустим, брал. А если будете брать специфические ноуты, а-ля супер китайские поделки, я не знаю, что с ними будет. Рассматриваю обнову. А зачем? Чего тебе не хватает в OnePlus 1, чтобы нужно переходить на OnePlus 2? Ну, я говорю, я понимаю, в мобилах более-менее изменения. Кстати, можно его ускорить. То есть было 85 FPS, стало 120. Ну, окей. Вазамат, если вы хотите Thunder Robot, берите. Но, опять же, ноуты – специфичная вещь. Смотря для чего вы будете их использовать. То есть здесь главное понять с гарантией, потому что у меня, говорю, у меня Asus тот же горел. Вот. Ну вот каждые 4 года разумно. Мобилу можно раз в 2-3 года менять. Планшет можно раз в 4 года, потому что аккумулятор, конечно, деградирует, мне кажется, семимильными шагами. Да, у Lenovo черт ногу сломит. Ну, говорю, единственное, это Oppo пады, OnePlus получается, Redmi пады, но это то же самое Xiaomi, и Poco пады. Плюс-минус те же деньги. И Lenovo, если компакты, там Y700 какой-нибудь. И все. И Сейн, проблема в том, что ты про X200 Ultra, вот когда пишешь, ты рассматриваешь его к покупке, 99 же процентов нет. Ну, выйдет, выйдет. А пообозреваем. Все. Что ты там, космолет внутри ожидаешь? Или что будет фоткать как зеркалка? Или будут, опять же, переходить на него, потом на
Когда надо на там Huawei, потом будут переходить все на Honor, когда будет рекламная кампания от Honor. Ну, все штатно. Vivo рисовала, рисует. Если перестанет рисовать, будет круто. Я ничего не ожидаю. Они классно снимают с 80-й линейки. С 80-й линейки они классно рисуют. Но уходить от этого они не хотят. Ну окей. И опять же у них просто нереально конский ценник в глобалке. Главное, что они не блочат пока смарта, а все остальное мелочи жизни. Я Vivo V50 купил. Вот. Ну там 4К 30 FPS за деньги. За те деньги, что я взял, в принципе. Сейчас я вам скажу. Пять секунд. Здесь в ритейле. Притом цена падала 34 минус где-то 1500. За 32 тысячи, ну это жесть. То есть я V50 брал за 32 штуки. И это прям очень дорого. Александр, так говорю, у всех вот Android-мейкеров с Акумом какая-то беда. И это печаль. Ну а какие минусы, окей, кто-то рассматривает, допустим, да не средние, там, днищенские спеки. Кто-то рассматривает из вас 5 секунд. Китайский Mi Pad. Какие минусы, если у тебя он будет китайский? Ну, нет русского языка и чего еще? Китайские штуки в оболочке. Ты АПКшками все проги закинешь. OnePlus 2 это другой ценовой сегмент. Ну, я поспорю, потому что глобалка Mi Pad 7, допустим, на 256 гектар. Ну-ка. Получится у меня Лазаду открыть здесь. Mi Pad 7 на 260 гектар. О, ничего ж себе, я пролюбил момент. А, я за 8 его брал. Так, а здесь получается 13 на 2,7. Ну, это с подарками. 35 тысяч. Ну, тогда норм. Подарок идет чехол-клавиатура. А зачем я так взял рано? Я не знаю. Ну, ладно. Я, кстати, Xiaomi 15 и 15 Ultra еще не купил. Камеру ожидаю лучше, чем... Ну, вопрос, видите, не в том, что лучше, а в том, что вы ожидаете другую камеру от Vivo, а ее вероятность того, что они сделают другую камеру, другие алгоритмы, оно перестанет рисовать, очень низкая, скажем честно, правда? Вот, так что, наверное, да. А подожди, PocoPad. OPPoPad. Нет. OnePlus Pad. А OnePlus Pad 2, это он в глобале вообще есть? Где-нибудь. Ну-ка. Цена. 60 тысяч. Не, ну не то. Ну да. OnePlus Pad 2 дорого. Очень. Прям очень. Слишком дорого. Так, давайте зафиксируем через 30 секунд, сколько он съел. Было 44%.
Я просто где-то видел 10% в какой-то там, в каком-то обзоре. Я очень сильно удивился, что он 10% в час поедает. То есть у нас за 30 минут он 28. Сколько было процентов до этого? Может быть, Игорь. Скиньте мне ссылку на Алихе, где это. Ну а на чем вы сейчас сидите, Исан? А что вы можете лучшего предложить из тех же китайцев? Ничего, скорее всего. 4, 3, 2, 1. Так, ну все. В целом 28% было 44. Ничего ж себе. 32% в час. Хотите? 32% в час в PUBG New State. То есть, ну это прям очень много. Вы согласны? Еще раз, Тибу, мне абсолютно бесполезно. Вот еще раз, ты будешь это упоминать, я тебя забаню. Ты заходишь в мою телегу, я скидываю за последние 2 недели чертову тучу заказов, которые я там делаю по космическим ценам, и мне их тупо не отправляют. Неделю, 2, 3, мне возвращают деньги. Вот эти все рулетку, типа, закинь туда бабки, а потом, может быть, тебе отправят, давайте вы оставите себе. Если у вас есть 500 000, туда закидывать и там разные товары где-то. У меня есть утрированно там на девайсы. Но вот 200 штук я туда закинул, 200 штук они у меня там крутятся. Почему крутятся? Потому что мне ничего не посылают на эти 200 штук. В других местах, где я что заказал, уже пришло там. Вот, пожалуйста, там Mi Pad 7, там Honor и т.д. и т.п. У вас есть много денег, вы можете вкидывать и думать, что на курсе потом не проиграете. Я за вас рад. Будете еще упоминать здесь этот лохотрон. Для меня это лохотрон, для вас это манна небесная. Может, вы там продаете. Может, вы там сидите на этом банке, в который там заливают сотни миллионов. Вы под процент там недельку покрутили, 2 покрутили, вернули. Кастом Google камеры. Сейн, значит, вы ничего не купите подобного никогда. Не парьте себе мозг людям. Но интересоваться это круто. Человек, который рассматривает ультру, не будет сидеть на Poco X3. Это обновление идет постепенно. Дело не в том, что я хочу вам сказать, что там, я уверен, у вас есть деньги на то, чтобы его купить. Но вопрос в том, что если вы можете пользоваться Poco X3, то ультру вы точно не рассматриваете. Так, что у нас по графике? Выставляем просто 60 FPS. И все. И включаем секундомер буквально 15, может 10 минут. Посмотрим. Побьемся 27%. Я там покупаю. Вы меня... Я рад. Тибу, вы меня победили. Это бесценная информация. Минус человек. Вот говорю, успокойтесь со своими платформами. У вас может быть своя какая-то великолепная история взаимодействия с чем угодно. Так же, как вот, допустим, Touch. Я здесь вижу, что это уже непонятно, как работает. А у вас может работать все волшебно. Легион китайца. Ну, хорошо же ж. Очень неудобно на планшете играть в Гену. Непривычно и неудобно. Мне. Да, Александр, товарищ, очень странно, что они ничего не сделали для того, чтобы сказать, что вот, допустим, этим планшетом можно будет дольше пользоваться, или этот планшет более яркий, или этот планшет мощный. А зачем он мощный, если он там в том же PUBG ест по 33%? То есть на 3 часа его хватит. Только на PUBG. Не говоря уже о чем-то более-менее серьезном. То есть выпустить, чтобы что-то выпустить, получается, понимаете? Выпустить, чтобы что-то выпустить.
Почему неудобно? Экран большой. Неудобно. Он не такой большой, как на ноутбуке, и не такой маленький. Ну, просто, наверное, у вас был Легион когда-нибудь маленький? Lenovo Legion как раз. Вот на нем удобно. Ноунейм Китай брать нельзя от слова совсем, потому что там какая-то дичь внутри стоит. Я абсолютно солидарен, так Xiaomi не особо ноунейм. Да, все, тусклость пошла лютая. Нашли яйца. Купили курицу. Ремик, да я не прожариваю, просто меня умиляют люди, ну вот есть у меня определенный опыт жизненный, определенная позиция. Зачем мне рассказывать про свою, ну опять же, вот ошибка выжившего. У кого-то что-то хорошо, и он такой, а вот у меня все хорошо. Ну, а мне зачем это? У меня выборка, я считаю, во всем более репрезентативная. То есть, ну вот купил я там 30 товаров, 5 мне послали, там 3 послали. Еще раз купил, 25 там не послали. Еще раз купил. И рассказал, вот у меня такая-то проблема. Рассказывать, что у вас нет проблем, ну я рад за вас. То есть, мне зачем ваш опыт? Я к вам не приходил, чтобы узнать, что вы купили одну вещь, и вам ее послали, и вам повезло. Круто, я безумно рад. Вопрос тем делать, что делать с тем, что мне ничего не послали. То же самое с девайсами. То есть, допустим, я не совсем понимаю иногда, зачем люди переходят на то же самое. Может быть, для того, чтобы... Ну, чем этот планшет лучше, чем прошлый? Для пользователя. То есть, в игровом смысле, да, чуть-чуть лучше будет. Чуть-чуть. Сказать, что там картинка супер классная, ну как? Это AMOLED. Где? Это не AMOLED, точнее, это IPS. То есть ничего не поменялось. Игорь, так я только проснулся и сразу за комп. Сори. Как говорится, блогер должен так выглядеть. Техно. Я же не блогер модельного агентства 40-летний. Чувак, который тыкается в планшет. Так, 5 минут прошло, и, ну, здесь ночь. Вполне возможно, что яркость такая же, но что-то мне подсказывает, да, 330. Ну, не худший вариант, не 250. Вот, тач начал подтупливать через 5 минут, получается, первые разы. Йоми, вот обрати внимание, есть такой канал, называется Польза.нет. Меня зовут Саня. Вы можете его посмотреть, подписаться на что-нибудь. Сразу видно, вы не подписчик. Я отвечаю на этот вопрос каждый стрим 550. Но мне кажется, больше народа троллит, потому что я же по стати вижу, что приходят те же самые. И пусть это будет секретом, который вообще не секрет. Всем привет. Тимир, привет. Взамен Казидо покупаю в интернет-магазинах. Заказал компьютерное кресло, 30% экономии по сравнению с ритейлом. Александр, да все будет хорошо. Главное мыслить позитивно. И ты также можешь и в ритейле встрять с креслом.
легко. Опа. Да что ж такое, я понял. Траектория ясна. И я все равно промазал, прикиньте. Я вчера, кстати, пересматривал «Люди в черном», первую часть. Как давно это было. Все, я сдаюсь. Я подписан на все 3 канала, но я не верю, что ты не знаешь тогда, какие у меня девайсы. Доме. Я честно сейчас притормозил. У меня деморализация полная. Вот. По поводу выпуска чего-нибудь. Потому что много посылок потерялось из тех, что должны были прийти. А из нового, ну, я не знаю, ничего. Ну, Honor Magic 7, ну, когда ты на 7 Pro сделал уже обзор, Honor Magic 7, кажется, ну, окей, те же тапки, только в профиль. Если по поводу планшетов, ну, вот яблочный планшет я бы потестил. Привет, Starben. Ну, опять же, на то нас на канале и двое, я и Игорь. И если бы я был один, то физически это было бы невозможно. Никак. Так, 10 минут, я думаю, будет достаточно, потому что уже подтупливает все равно. Тач не сильно, но можно еще чуть-чуть 5, ладно. 15 все-таки для выборки. Я пересматривал «Матрицу» первую. Еще «Мистер и миссис Смит» я пересматривал. И что еще смотрел такое из интересного? Какие фильмы? Не помню уже. Ну вот из последнего вот это. Потому что я, мне кажется, год вообще ничего не смотрел. Вчера ходил на Паддингтона. Нужно быть совсем ребенком, чтобы смотреть. Высмотреть можно, но это примерно как с Диснейлендом. Актуальность 40 лет этого дела у тебя пропадает. Но не у всех. Кому-то норм. Как у кого понедельник? Кто на учебе, кто на работе? Кто в пути? От 1 до 10 люди в черном. Сейчас, наверное, 4. А в те времена, когда это был мейнстрим, когда не было графики, когда не было таких же идей ни у кого, это же не копия чего-то. Ты можешь выпустить «Люди в черном» один раз, можешь выпустить один раз «Матрицу». Да, потом были классные фильмы наподобие «Людей в черном». Были. Но они уже не были новыми. Это не была новая идея. А на тот момент можно было бы спокойно 10 из 10 ставить. Typical, скорее всего, нет. С 5-й версии нет смысла переходить. Но я не вижу ее. Можете накидать, для чего можно перейти. Просто вопрос, овчинка выделки стоит или нет. То есть ты готов потратить, допустим, даже 30 тысяч рублей, чтобы купить новый планшет для чего? То есть 30 штук – это хороший средняк смартфон, если у человека нет смартфона. Это какая-то другая категория планшетов. Это, допустим, тот же не Xiaoxin, а Lenovo Pad, маленький. То есть дополнительный гаджет. Но в плане габаритных IPS-матриц, а что там будет нового? Чуть-чуть по автономности, ну вот она, 3 часа автономность в играх. 3. Это много? Мало. Правда? Правда. X-Files. Я знакомой подруге своей посоветовал сериал «Пацаны». Все, Тач сказал «до свидания». Ничего страшного. И вот она теперь плохо спит. Первый сезон посмотрела.
Но поняла, почему актуальность Капитана Америки, там, фильма, вот, кстати, ходил на него, не такой ужасный, упала. Потому что после такого рода сериалов и такого качества сериалов ты воспринимаешь подобные фильмы как из разряда «а что это?», а вообще к чему это? Они героев уже априори убили в каких-то проектах репутационно, и актеров этих. И ты смотришь и думаешь, и к чему это все? Я собираюсь работать, зашел с утра на твой стрим зарядиться. Надеюсь, я вас чем-то как-то заряжу, потому что в основном, мне кажется, я заряжаю негативом, но стараюсь позитивом. Ну, негативом в плане, наверное, стоит ли вам вот на эту железку смотреть. Тепленький он, сказать, что супер горячий я не скажу, притом странно греется он здесь. Вот. И, не показал я, потом покажу чехол, который бесплатно с ним шел. Но я его купил значительно дешевле. Сейчас я, когда стрим сверну, я посмотрю, за сколько я его взял, и скажу вам. Как-то ультра дешево, 1023, по-моему. Может, вру. Да, пацаны, классный сериал. The Boys. Но жесткий. То есть для девушки, мне кажется, что жесткий. Вот девушки есть на стриме, кто не смотрел, пацаны? Люди живут по 100 с лишним лет, а в 30 уже старые. Ну так и есть. Вопрос в активности, понимаешь? И вопрос в том, насколько ты готов ползти куда-то, бежать куда-то и для чего. Я не накидываю сейчас, я просто тебе говорю, что, допустим, какие-то неудачи в 20 лет ты переживаешь, ты думаешь, ну вот завтра, в 30, вот завтра, а в 40 ты не уверен, что у тебя хватит сил на то, чтобы в завтра что-то делать. Вот. У кого-то они есть. Это хорошо, у кого есть. У меня их, допустим, не особо много. Смотрели, Ирина. Вот, смотрите-ка, девушки тоже смотрят. Света, не смотри, спать будешь плохо. OLED-планшеты выпускают редко. Да, потому что они дорогие. Потому что дорого. И они думают, что народ не будет покупать. Наверное. Мне так кажется. Но не факт. Ну, опять же, если бы был спрос, то они бы 100% выпускали бы их чаще. Правильно? Правильно. Если не выпускают чаще. Кстати, как мне сказала моя сестра, я не умею играть в Genshin. Вот так. Такой вердикт у нее был. Наверное, я с ним согласен. Но все равно считаю это суперсилой. Я бы в цивилизацию бы порубился, но от этого стрим бы активнее не стал. 4-й сезон. Я не знаю, по-моему, 4-й я не смотрел. Я первые 3 смотрел. 2-й, по-моему, даже 2 раза смотрел. Ну, ты хочешь, чтобы в «Пацанах» еще и реалистичные сцены были с кровью? Это было бы вообще тогда перебор жести. И так жесть. Сама концепция. Рахим, я бы выбрал то, что ты можешь посмотреть на стримах, на прожарках. И то, и другое я прожаривал. То есть там все было видно. И сразу видно, что ты абсолютно не смотришь мой канал. Ты бы знал, как я отношусь к версиям Pro. Pro. Так. Asus ROG Phone 9 я бы выбрал. Или 8. Oppo Find X8 стоит ли покупать? Я не знаю. А я откуда знаю, как они будут работать в Беларуси? Или в Беларусь? Миша, ну, я же не в Беларуси. Стоит покупать то, что хочется покупать, и все.
Почему вас зацепил Oppo? Если Ореху посмотреть, по-моему, его вообще не покупает никто. Да и на других платформах тоже не особо много продаж. Пацаны, полный отстой. Все было не то и не так. Я жил в это время. Михаил, мы про американский сериал говорим, про супергероев. Вы не могли жить вместе с мистером, не знаю, Галактикой, Акваменом и остальными. И мистером Америка. Или я чего-то не понял. Я когда-то пропустил, пока 7 лет занимался ютубом, что уже супергерои появились реальные. Кларк, перестань дезинформировать, я прошу тебя. Я прошу, вот эти вот цены оставьте, пожалуйста, где-нибудь. Вот смотрите, вы говорите, глобалка Oppo Find X8 Pro появилась по 66 тысяч. Что надо употреблять, чтобы жить супергероями? Я не знаю. Это надо у людей спросить. Нет, уже жили. $949. На Гистопе $900. А у вас 66 тысяч. Это какой курс получается? 66 рублей за доллар? Сильно. 67, 68, наверное. Александр, наверное, не знаю. Я «Слово пацана» не смотрел, я видел «Пацаны», американский сериал. Если кто-то понял другой, ну прикольно. The Boys. Михаил, ничего. Так, и еще 20 секунд, и все, мы будем знать примерно среднее время. Час. Играть можно. Без чехла играть можно. И в PUBG, и в Гену. Но на яркости, разумеется, в 300 люксов примерно, да? 350-300. И было сколько процентов? 28. Стало 19. Ну, также 30% в час будет примерно. Подождите. Да, примерно 30%. 28-30. То есть 3 часа, что в Гену, что в PUBG. Есть чехол, клавиатура на эти планшеты. У них вот такая камера выпирающая люто просто. Но, опять же, снимает она неплохо для камеры планшета. Нет, Стенберг, ну 20 минут чего? Почему нет? Мне не скучно, было бы скучно, я бы не играл. Просто во что-то другое я бы не стал в него рубиться. Вот так. Вот такой планшет оригинальный у них в варианте с бесплатной на 128 гигабайт. Так, 5 секунд. Вот так он будет выглядеть. Хотя вот эта вот штука, она, я считаю, неудобная. То есть вот эта вот заклейка. Она либо торчит, либо ее отрезать, либо ее постоянно вот так фиксировать. Все равно выглядит по мне чуть-чуть убого. И вариантов, как его извращать, море. Я все равно заклейку вот эту не понимаю, потому что без нее он бы тоже не открывался. Вот. То есть он и так бы не открывался, но еще дополнительный магнит. Для чего-то. Непонятно для чего. Пока. Сейчас отключу камеру. Чтобы посмотреть, сколько он стоил, вам скажу.
и потом можно будет подытожить. Если супер выгодно, то, разумеется, брать можно. Но на 128 гектар точно лучше не брать. Это прям в воду не гляди. Так, по поводу Xiaomi Pad 7 Pro. Я его брал, давайте 7 Pro, 8256 с бесплатным стилусом. То есть получается 12,7 умножить на 2,7. 34 тысячи вместе со стилусом, стилус минимум пятак. То есть для версии 7 Pro в итоге получается, что я его приобрел за 29. Вот. Если брать... Сейчас покажу. Вот этот вот седьмой на 8128, 5 секунд. Вот он ценник 8490 на 2,7, 8490. Это глобалка прямо из магазина местного Xiaomi. 22 900 рублей. С чехлом оригинальным. Вот ориентир. То есть за 20 900 без чехла, 8128 очень даже норм. В остальных случаях... и я сразу X9C, я не знаю, я буду на него делать обзор или нет, потому что я вам показываю эти цены для того, чтобы вы прикидывали, как в Азии, ну, они здесь за идиотов людей не считают. Здесь также налоги есть, также есть доставка, еще что-то, такие же компании продают, тот же Honor. Вот Honor за 17 тысяч продавал X9C. И даже 17 я не считаю, что он стоит того, то есть 6300 бат. Но это еще хоть как-то. Дороже 15 я бы его точно не смотрел. Давайте стилус Xiaomi посмотрим. Xiaomi стилус. Я не знаю, сколько он стоит. И он бесплатно его дали. Я предполагаю, что 5000 где-то. Clark, ну есть на вот этой, из которой ты ставишь ценники, и непонятно откуда. Почему? Допустим, покафоны стоят дешевле в России. Poco. X7, X7 Pro и на Алихе. То есть, в принципе, Xiaomi Smart Pen стоит 5000, да, все правильно. Ну, можно не 5, окей, там, зеркальная камера. Вот сейчас, да, сейчас Sony Z10 VE. Вот. То есть, в принципе, тридцатник получается Proха на 8256 и 8128 двадцатник. Ну, чехол, сколько чехол оригинальный на Mi Pad 7? Ремер, я еще раз, вот смотри, я тебя блокирую. Если вы хотите мне фейковые площадки пихать в рамках ориентира цен, вы будете забанены. Будет нас 10 человек в онлайне, хорошо. Я, как идиот, заказываю там и скидываю, что мне отменяют там заказы неделями. То есть деньги крутят и возвращают. Вы можете покупать где хотите, но у меня на стриме меня триггерить по поводу площадок, на которые я, кстати, Oppo Find X8 Pro еще в ноябре и декабре покупал. И у меня есть админы не админы, а подписчики, которые пытались это сделать. И мне даже тогда их отменяли, эти заказы. И вы мне втираете дичь, батенька, потому что я каждый день покупаю какие-то девайсы для обзоров. И я знаю, что есть в продаже, что нет, и что не продается в принципе. И даже скидываю вам. Но единственное, если вы работаете на этих платформах, разумеется, вам надо разгонять, чтобы вам больше бабок закинули, которые вы больше заморозите. Правильно? У вас баланс не положительный, я правильно понимаю? Для чего вам столько денег, если вы не посылаете товары? Вот, короче, если брать планшет и чехол, я не знаю, сколько должна быть кава. На eBay 1300 вообще какой-то космос. 30 баксов. Ну, будем считать, что даже вы бы там, не знаю, этот чехол купили бы за
20 тысяч, и то бы было круто. Ну, не 20 тысяч, а 1000. Ну, то есть 1000 точно можно вычитать. Вот. Так что еще, получается, 2 постоянных подписчиков мы сегодня потеряли, которые упорно продают на платформе, которая упорно мне не посылает. Вы бы лучше с платформой договаривались, чтобы они мне посылали товары, и я делал принтскрины, что мне все послали, а не то, что мне ничего не послали. Я чумею, дорогая редакция. X7 Pro за 270 евро, да? Да. Нет, не Poco X7 Pro. Я не про Poco. Poco X7 Pro 270 евро это не дешево. Это не дешево. Это так же, как у нас, но у нас в России чуть-чуть дешевле, ладно. Чуть-чуть дешевле получается. Потому что он 24 500 продавался и даже и на Озоне, и на Алихе, и на Яме, и везде. В районе 25 тысяч. А это меньше, чем 250 евро. Хотя там чаще еще была таможня. То на то, наверное, и выходит. Так. На чем мы закончили? На том, что огромное спасибо, что вы зашли. В принципе, по планшету все ясно. Яркость сбрасывает, пожирает в играх 3 часа и все, и его нет. Девайсу от меня да или нет узнаете в ролике. За те деньги, что я его купил, я сразу говорю да. За 20 тысяч рублей вообще нормальный планшет. То есть они просто поменяли номерные линейки, чуть сделали лучше экран, чуть-чуть поставили лучше проц и обновили на Android 15. Почему нет? Если я где-то что-то не увидел, нет, не было еще юзер YouTube. Потом, не сегодня, not today. Вы не беспокойтесь, я всегда все, я скорее всего даже лимитки, может быть, буду каждый месяц разыгрывать. Да, я торчу еще один розыгрыш лимитки. Бородатый Влад, привет. Не утром делать розыгрыш. Я до отъезда точно разыграю. Я там 2 дня оставлю под стримы, чтобы 100% разыграть. Наверное, буду разыгрывать, когда Redmi буду 5 штук на стриме обсуждать с вами. Вот. Девайсу, повторяюсь, за 20 тысяч однозначно да. Дороже нет. И надо брать на 256. Патриот Александр, Евген, Ирина, Бородатый, юзер Ютуба, АСР, Миша, Александр. Всем спасибо за стрим. Игорь. В принципе, что и требовалось доказать. Никаких каких-то там... И вот подытожить еще хочу. Неважно, какую там он, где герцовку будет показывать. Вы понимаете, что яркость он сбрасывает. 90 FPS в PUBG он не держит. И он не будет. IPS у него на AMOLED не поменяется. Вибро не появится. Симки не появятся. Просто очень неплохой планшет за 200 баксов. Почему неплохой? Потому что за те же 200 долларов ты можешь купить Poco X7. А он хотя бы по размеру значительно меньше. А экран, стоимость его, плюс программное обеспечение под планшеты, это чуть другая история. Мне кажется, что в каком-то смысле, может, они даже в минус себе торгуют. Поподробнее его обсудим на стриме про Mi Pad 7 Pro. Фишки не поменялись, там с дублированием приложений и со всем остальным. Рекламы я здесь не увидел. Может, подскажете мне, где ее искать, но ни в системных приложениях, нигде рекламы я не встречал. Разблокировка, к сожалению, только по лицу. Вот. И это печально. В музыке иногда бывает реклама. Вроде бы. Но у меня, не говорю, рекламы не было как таковой. Если появится где-то в плеерах, еще где-то, я вам скажу. Dolby Atmos в наличии. 7 Pro, полный full, все пока устраивает. Ну, хорошо. Так а с чего планшет будет не устраивать? Музыка, видеогалерея, не вижу там ничего, чтобы... где бы была реклама. Ну, вот мне не выпадает она. Не знаю почему. Не появляется.
Может быть, потом они ее догрузят. Вполне возможно. Легко, как говорится. Но пока ее нет. Зомби, ну, стрим-то останется в записи. Он был такой скомканный. Но главное был, как говорится, правильно? Дамир, у меня тоже не было рекламы, поэтому я говорю, я не могу сказать, что она где-то есть. Может, у кого-то появится, может, они же постепенно могут ее потом докинуть с обновлениями. Такие, все, планшеты все купили, новиночка прошла, надо закинуть рекламу. Может быть, это возможно. Надеюсь, что нет. Еще раз огромное спасибо, что дошли. Вот такой вот скомканный утренний стрим. У меня уже 3 часа дня почти. Пошел я пилить обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья.